Всем привет! Меня зовут Калинина Татьяна, я руководитель школы прогнозов Альфа. Сегодня мы с вами будем разбираться с очень интересной темой. Это тоже одна из исследовательских тем для астрологов, конечно, не для очень начинающих. Мы разберем сегодня бесплодные, плодородные знаки зодиака и знаки средней плодородности. Также мы с вами посмотрим, как это работает на примерах. Мы заглянем в гороскоп 3 женщин, которые в какие-то разные периоды своей жизни имели выкидыши, успешные роды, и посмотрим, как работают на практике, как работают бесплодные, плодные знаки зодиака. Зачем их знать, зачем их изучать? Вот знаете, когда начинаешь изучение астрологии, я помню прекрасно это обучение и это состояние, ты только-только начинаешь, и на тебя вываливается куча какой-то непонятной информации, например, что есть дома Артхи, есть дома Камы, Дхармы там, и так далее, что есть какие-то знаки зодиака типа слабоголосые, громкого голоса, человеческого голоса, что есть плодные и бесплодные знаки зодиака, что есть встающие головой, встающие ногами. И все это валится на твою голову, ты вроде как будто бы это запоминаешь, так как ты не умеешь этим пользоваться, то ты этим и не пользуешься, и потом об этом забываешь. И когда ты становишься уже опытным астрологом, у тебя куча пробелов. И находятся такие умники, которые говорят: о, так это же бесплодный знак зодиака, ты что, не знал? Как бы, то есть, понимаете, иногда это информация, которая была дана в самом-самом начале, она мешает нам, опытным астрологам, проявить себя и сделать качественный прогноз. Поэтому сегодня мы будем этот пробел закрывать. Перед тем, как вы соберетесь, я чуть-чуть подожду, да, чтобы у нас собрались люди. И расскажу вам о новостях нашей школы. 25 августа у нас стартует ступень для опытных уже астрологов и тех, кто имеет какие-то начинающие знания в астрологии. 3-я ступень под названием «Дробные карты». Дробные карты — это уже инструменты не прогнозиста, а уже инструменты исследователя. То есть это среди тех астрологов, которые уже имеют какой-то опыт. Если они хотят продвинуться дальше, классно прогнозировать и выйти на уровень, когда ты не просто специалист, а исследователь, вот для них мы сделаем этот курс. И рекомендую вам к нему присмотреться, если вы не знаете тему дробных карт, если вы не понимаете. Если вы не понимаете, в чем отличие техник прогностики по D7 и по D1, если вы не понимаете, как в гороскопе D10 увидеть, ты предприниматель, наемный сотрудник или что-то среднее между этим, и у тебя будут какие-то периоды и такой занятости, или ты фрилансер. То есть если вы не ориентируетесь в таких вопросах, а 99% астрологов в них не ориентируются, то, безусловно, вам необходимо этот курс посетить. Он будет 25 августа начинаться, и ссылочка на него и в описании в этом видео, и в закрепленном комментарии под этим видео. Итак, жду ваших хороших, приободряющих на самом деле комментариев, не грустных. Вот. И давайте покажу вам, что я сегодня для вас приготовила. Итак, мы сегодня поговорим о плодных, бесплодных и знаках средней плодородности. Пожалуйста, их запомните, запишите, не знаю, сфотографируйте себе экран, заскриншотьте, чтобы потом ими пользоваться. И если мы говорим о плодородных знаках зодиака, которые дают максимально классные результаты для деторождения, то это будет рак, скорпион и рыба. То есть это водные знаки зодиака. Где еще мы этим пользуемся, да? Где мы еще оцениваем плодородность? Например, в гороскопе вопроса.
забеременею ли я там в ближайшие 3 месяца. Мы обязательно смотрим, есть ли плодородный знак на куспиде 5-го дома, на куспиде 1-го дома, может быть хозяин 5-го, хозяин 1-го в плодородном знаке и тому подобные вещи. Или наоборот, да, то Дева, то Близнецы, то Козерог, и планеты расползлись по этим знакам, и тогда мы понимаем, что нет, в эти ближайшие 3 месяца не забеременеет клиентка. Мы еще также можем оценивать это для размеров зарплаты. Если мы идем куда-то в новое место работать, или нам обещают какую-то сумму, или мы начинаем какой-то бизнес, какое-то дело, и нам нужно понять, насколько велика будет прибыль от этого предприятия, то мы также можем воспользоваться плодородными, бесплодными и знаками средней плодности, чтобы определить вот этот уровень дохода. Вот примерно 3 таких интересных и достаточно практичных, достаточно жизненных ситуаций, где мы будем использовать данную технику. Кстати, в следующих эфирах я также расскажу вам о слабоголосых, о громкоголосых знаках зодиака и знаках средней голосистости. И мы поговорим о детках, которые поздно начинают говорить, или которые немые, рождаются немыми, или у которых есть серьезные неврологические проблемы, они никогда не начинают говорить. И в подобных там всяких случаях, типа он мне позвонит или не позвонит. Да, вот тут уже не плодородные знаки нужны, а нам нужны уже знаки говорящие. Вот. Так что будет серия таких эфиров, как на самом деле круто профессионально использовать самую вот эту простейшую информацию, которую мы часто пропускаем, будучи начинашками, и вообще не используем. Итак, давайте мы запомним, что если мы оцениваем период Вимшоттари-Даша и пытаемся понять, будет там беременность или нет, в особенности, если это касается гороскопов, которые принадлежат клиенткам, которым прям вот горит, они приходят на консультацию, говорят, мы с мужем хотим завести ребенка, там у нас не получается, то некогда, то еще что-то, то переезжать надо, то денег не хватает, то начали пробовать, не получается. Ну, в общем, когда нам лучше спланировать беременность, да? Или у меня там уже 3 выкидыша, вот я еще раз беременна, и я уже замучилась, там, допустим, гадать, и хочу точно знать, да, у меня шансы вот в этот раз большие или маленькие на успешный исход. То есть если у нас вот такой клиент, вот такой гороскоп, то мы смотрим гороскоп по периоду Вимшоттари-Даши, то есть мы определяем период, какой планеты сейчас идет, под период, какой планеты сейчас идет, потому что нужно понимать, что если человек намучился с какой-то проблемой, а пока он не намучается, он к вам не придет, то это значит, что уже в трактовке Махадаши и планеты, которые управляют Махадаши, большим периодом жизни, уже заключаются все аспекты и все противоречия, которые нам должны показать эту проблему, что она существует. То есть в Махадаши женщины, которая не может зачать или неудачно у нее складываются беременности, у нее вот в этой планете, которая управляет Махадашей, уже будет понятно, что она там то ли в бесплодном знаке, то ли где-нибудь там в каком-нибудь поражении, в таком, и все равно касается темы детей. То есть вот эта вся противоречивая ситуация, она будет очевидна. А решение, по сути, конечное будет за Антардашей. И в особенности за Антардашей Чара-Даши. То есть изначально, да, мы осматриваем Вимшоттари-Даши и смотрим, какие там базисные у нас показатели. То есть дает ли нам возможность планета, которая управляет сегодняшним периодом, зачать. Или она стоит в бесплодном знаке, она там под страшными поражениями, и лучше вообще не начинать, и лучше чуть-чуть подождать полгодика и потом планировать детей. У меня был такой случай, была у меня клиентка, у которой прям 3 беременности подряд были очень неудачные, трагичные, и она прям очень переживала, и только с наступлением хорошего периода она все-таки родила, и все было ок. То есть это действительно работает, это мощная штука, и действительно лучше, конечно, планировать беременность на тот период, который благоволит данному делу. Итак, мы оцениваем текущий период, текущий подпериод в гороскопе D1 и D7.
А если вы ничего не знаете про дробную карту D7, айда на курс 25 августа. Но сегодня я немножко вам помогу и покажу. Плодородные знаки зодиака все водные, рак, скорпион, рыбы. То есть все, что водичка пропитала, все очень хорошо у нас для темы беременности и родов. Средняя плодородность — телец, весы, стрелец. И сюда я докинула бы овна. Все-таки у нас тут в презентации несправедливо. Сюда вписался, не знаю, наверное, это какая-то ошибка. И овен, телец, весы, стрелец — это знаки средней плодородности. А вот козерог, который стоит последним в этом списке, хочу его вам пояснить. Среди средних знаков он самых слабый. То есть козерог уже тяготеет к бесплодным знакам зодиака. Козерог, Сатурн, кстати, очень любит все-таки преодолевать вот это препятствие козерожье свое. Так вот, я знаю, что будут какие-то исключения, но, как правило, козерог тоже бесплоден. А вот самые бесплодные — это Дева, Лев и Водолей. Дева, Лев и Водолей. Тут в целом просто запомнить, почему близнецы и Лев, почему близнецы и Дева бесплодны, потому что они под руководством Меркурия, который слишком молод, у него сексуальность еще не сформировалась. Водолей и Козерог бесплодны или практически бесплодны, потому что они под руководством Сатурна, старца, у которых сексуальная функция уже все, аут. И Лев, такой посередине. Если вы знаете, почему Лев бесплодный, напишите мне. Я никаких таких символических трактовок не встречала в целом. Просто можно запомнить. А Овна мы все-таки перемещаем в знаки средней плодородности. Посмотрю, что вы мне пишете. Угу. Так. А сразу запросы на эфиры, да, сколько детей будет, бла-бла-бла, вот это все. Давайте посмотрим дальше, поработаем. Вот мы сегодня будем говорить об инструментах Чара Даши. Я вас прошу в уме переворачивать гороскоп от того знака зодиака, который я вам подскажу, потому что мы будем работать не по вимшоттере. Мы будем пользоваться моим инструментом, самым любимым, Чара Даша. Я его обожаю, люблю. Я про него сейчас снимаю во второй ступени здоровый огромный блок. Раньше думалось, что это будет 6 уроков по 2 часа, но как-то все больше и больше становится этот блок, потому что я этот инструмент очень люблю, и вот хочется добавить последние какие-то свои идеи и инсайты об этом. Поэтому, если вы учитесь на второй ступени, поставьте мне лайк. Я стараюсь для вас. Так вот, что такое Чара Даша? Это знаковые периоды. Это не периоды именно планеты, а период знака зодиака. То есть мы, по сути, переворачиваем гороскоп от какого-то нового знака зодиака и принимаем его за истину вот в этот период, там, с сентября по май. Как это рассчитано в программе Джаганатха Хора. Что мы здесь видим? Выкидыш произошел в период Козерога. То есть мы берем Махадаша Козерога, да, мы берем Козерог за первый дом и в уме переворачиваем. То есть у нас 5-м домом от Козерога становится знак Тельца и Венера. И вот что мы видим. То есть мы должны оценить вообще Путра-караку и хозяина 5-го дома, и Юпитер. Вот у нас 3 точки, на которые мы обращаем внимание, допустим, когда по Чара Даша оцениваем беременность или роды. И что мы видим от Козерога? Мы видим, что Путра-карака, Луна, она находится в 4-м доме. И она не активизирована, то есть она не аспектирует 1-й дом, она не находится внутри 5-го дома, то есть она как бы мимо бьет. Но это первый такой признак, что, в общем-то, Даша Козерога не очень подходит для деторождения. В период Козерога хозяин 5-го дома, точнее хозяйка 5-го дома, Венера. Посмотрите, пожалуйста, в каком знаке она находится, и напишите мне ваши идеи по этому поводу. Потому что я вам все инструменты дала, то есть вы уже увидите, в чем тут косяк.
У сестры шел период Козерога, там стоял Сатурн, и он Путракарака. И у него были весь период выкидыша и замершей беременности, несмотря на то, что эта Путракарака была в первом доме, а как только начался Стрелец, она забеременела. О, отлично! Видите, как мощно сработал Козерожий вот этот вот бесплодный знак. То есть все-таки мы его, да, лучше мы его переместим из категории самых слабых знаков, имеющих плодность, в категорию бесплодных. Да, вот уже первые ответы полетели правильно. Хозяин 5-го дома, то есть Венера у нас руководит 5-м домом от Козерога, она находится в 8-м, ну то есть это уже кризис, и она находится в знаке Льва. Вообще, в чем такое предопределение, да, того, что у женщины может быть проблема с детьми? Давайте мы посмотрим на статические, не динамические, а статические указания гороскопа на это. Вот мы видим хозяина 5-го дома, не дотянусь, да, там хозяин 5-го дома у нас Марс, и он стоит где? В 3-м доме в знаке Девы, то есть он уже стоит в бесплодном знаке. Вторая опция, второй момент, у нас Юпитер, показатель детей, тоже стоит в бесплодном знаке. Хозяин 5-го дома от Юпитера, это у нас тоже Юпитер, ну, совпадение, да, для этого гороскопа, тоже стоит в бесплодном знаке. Путракарака у нас Луна, от Луны в 5-м доме бесплодные планеты. То есть много-много-много, где вот эта бесплодность зацепилась за 5-й дом, за управителя 5-го дома, точнее, за управителя 5-го дома, зацепилась за Юпитер, за управителя 5-го дома от Юпитера, за управителя 5-го дома от Путракараки, потому что даже вон солнышко, которое управляет 5-м домом от Путракараки, оно тоже в бесплодном знаке. И вот это настолько мощно работает, и я призываю девушек, которые беспокоятся о том, нет ли у них бесплодия, и у меня один признак, нет ли у меня бесплодия, успокоиться, расслабиться, пойти попить какого-нибудь ромашкового чая, потому что если реально должен быть хотя бы выкидыш, не просто полное бесплодие, а хотя бы вот какой-то неудачный эпизод, нужно, чтобы это прям било из всех щелей. Ну, буду говорить по-народному. Так что не переживайте, если вам суждено вот прям такая доля, да, то вы это не пропустите, на это будет много-много указаний, 5, 6 и так далее. И это только карта D1. А еще есть карта D7, которая отвечает за детей, но мы ее там в конце рассмотрим. И в карте D7 тоже должны повторяться вот эти предначертанные черты, предначертанные комбинации на бесплодие. Это я вам такой маленький экскурс должна была дать для определения в целом бесплодия. Да? У нас были ролики на канале на эту тему, и у нас даже есть мастер-класс «Трудности в деторождении». Все в ваших руках. Вы можете эту тему прокачать прям конкретно, пройти этот мастер-класс и быть во всеоружии с вашими клиентами и увидеть там первая беременность удастся, не удастся, вторая, третья, там из скольки беременностей будут удачные роды, когда, в какой период и так далее. Так вот, то есть уже от Козерога мы видим изъян, да, хозяйка 5-го дома в бесплодном знаке. Дальше, от знака зодиака Весы, вон там, да, в 4-м доме Весы. Ну-ка посмотрим сюда, 5-й дом от этого знака зодиака Водолей, знак Водолея. И кто руководит Водолеем? Сатурн. А Сатурн в каком? В плодородном знаке стоит? Не в плодородном, он стоит вот в этом знаке Козерога. И получается, что и от Махадаши это бесплодная Махадаша, и Антардаша внутри этой Махадаши бесплодная. Видите, как прям такие, нет, не в этот раз, говорит нам гороскоп. Напишите, пожалуйста, вот такие глубоко экспертные эфиры, это надо делать, это для вас или, ну, как бы лучше ограничиться прогнозами? Ну, я просто хочу знать, какими словами вы мне скажете, да, это надо делать. Вот, я решила, раз уж все прогнозы мы переделали пока и сидим, ждем, пока это все сбудется, то позанимаемся глубокой астрологией. Выкидыш еще один у нас в примерах период Близнецы Овен. То есть Махадаша Близнецов под период Овна и вот такое событие.
Смотрим в целом на гороскоп. В чем здесь интересность этого гороскопа? Опять давайте посмотрим чисто указание на то, что будут какие-то трудности с детьми через бесплодные знаки зодиака. Что мы видим? Мы видим, что 5-м домом от Лагны руководит Юпитер, и Юпитер стоит в знаке Льва, а Лев бесплоден. Также мы видим там пораженную планету в 5-м доме, экзальтированную планету в 5-м доме. То есть тоже одна даст страдания, другая даст радость. Это уже такой предрасполагающий фактор. Дальше мы должны оценить 5-й дом от Юпитера. Опять это у нас Юпитер во Льве, это значит, что 5-й дом от Юпитера тоже управляется Юпитером. И еще один добавляется фактор, что хозяин 5-го от Юпитера тоже бесплоден. Плюс Путра Карака здесь Венера. Мы смотрим, где 5-й дом от Путра Караки. Ну, Путра Карака плодная, видите, она в экзальтации, то есть дети будут. Но проблемы с деторождением однозначно да. Почему? Потому что 5-й дом от Путра Караки это Луна, лунный знак Рака, им управляет Луна. И Луна где находится? В бесплодном знаке. В бесплодном знаке. Так. Да, но хотелось бы еще про грахи послушать. Так вы мне напишите, что вы хотите послушать про планеты, чтобы я понимала. Если Махадаша бесплодна, Антардаша, то есть под период, более-менее нормальный, она может дать беременность? Скорее всего, нет. Должны быть хорошие, надежные указания на то, что будет беременность. И нужно все-таки смотреть, насколько безнадежна Махадаша. Вот сейчас мы с вами потренируемся. То есть бывают прям такие очень безнадежные Махадаши, а бывают допускающие какое-то. Плюс еще обратите внимание, что если у вас бесплодная Махадаша, которая восходит ногами вперед, то она даст результаты в конце периода. Если она восходит головой вперед, то она даст результаты в начале периода. То есть обращайте внимание также на то, когда сбудутся вот эти предсказания, даже рассматривая Чарадашу. То есть вот у вас знак Близнецов. Близнецы восходят ножками вперед, да, значит, все в конце. Все в конце. Так, чего мы там говорили там? Мы определяли общую такую бесплодность, есть она или нет. Но тут Путра Карака плодная, плодородная, поэтому дети будут. Но, тем не менее, много указаний на то, что проблемки. Вот еще хозяин 6-го аспектирует хозяина 5-го, и плюс это еще и Марс. Сатурн аспектирует 5-й дом, то есть здесь как бы много всяких таких нюансов. Раху в падении тоже он аспектирует, то есть подпорчивает немножко управителя 5-го дома, Юпитер, и предрасполагает человека к выкидышу. Так вот, близнецы, Овен, да? Близнецы. У нас Путра Карака Венера, мы запомнили это. В Близнецы Путра Карака Венера активизировалась. Она из двойственного знака активизирует 1-й дом, 4-й, 7-й, то есть она такая активная. Поэтому было и желание завести детей, и беременность наступила. Но, к сожалению, хозяйка 5-го дома от Близнецов, она достаточно такая поврежденная. То есть это та же самая Венера, она в экзальтации, но она вместе с Меркурием. И этот Меркурий довольно близко стоит. И он еще ретроградный, он типа к ней приближается. То есть они... нет, вру. Она отдаляется от него, слава богу. Это он с ней расходится, он в расходящемся аспекте. В общем, так или иначе, она поврежденная. Я хочу сказать, что эта женщина в дальнейшем родила ребенка. Она родила ребенка, мальчика, но вот ей пришлось пройти через неудачи. То есть Махадаша у нее вроде бы так-сяк, но не исключает, да? И вот у нее по итогу все было ок. А период Овна не дал удачности, не дал удачи в этом вопросе. В период Овна у нас
во-первых, Путра Карака оказалась, показатель детей оказался в 12-м доме потерь, и во-вторых, у нас здесь в 5-м доме знак Льва. Лев управляется солнышком. Солнышко убежало в Сарпадрикану, хоть оно и в плодородном знаке, но солнышко убежало в Сарпадрикану в 12-й дом, поэтому беременность не удалась. Хоть Юпитер, он и обещал, да, что «О, я Юпитер, я попал в 5-й дом, я сейчас вам дам беременность, я такой молодец», а сам по себе ретроградный, то есть что взял, то и забрал. И во-вторых, он еще и в бесплодном знаке. Вот такой случай был у меня еще в практике. Извините, я про упаграхи. Про упаграхи я... Но это очень глубоко, это мало кто будет смотреть. Это материал для урока. Вот у нас есть на 2-й ступени про упаграхи, пожалуйста. А так это не будут люди смотреть. Мало кто дошел до этого. Давайте дальше. Вот у нас есть еще один шедевральный вообще гороскоп. Тут столько всяких событий, сейчас я его подниму немножко, он у меня съехал, да. Шедевральный он чем? Что здесь было, по-моему, 7 или 8 беременностей, да. Вот так я его подниму. И здесь и выкидыши были, и аборты, и роды. Все бывало, все бывало. Поэтому мы вообще посмотрим этот гороскоп и опять вспомним, да, как работают плодородные знаки зодиака и бесплодные знаки зодиака. Вот у нас гороскоп D1. Мы пока вообще вот в это желтое поле не смотрим, просто оцениваем сам гороскоп. Почему? О чем он нам рассказывает в теме деторождения. Здесь мы видим, что хозяин 5-го дома стоит у нас в 1-м доме, то есть дает успех, много силы, он аспектирует свой собственный дом, однако же он стоит вместе с Кету. А Кету — это отсоединение, такой вот осквернение, что-то в таком духе. Поэтому Кету здесь немножко малину портит. Юпитер плодородный, он стоит в знаке Скорпиона, он очень-очень плодороден. И Юпитер в 11 градусе, в 12 точнее, градусе Скорпиона. Скорпиона. Тоже, да, вот тут Сарпадрикана, она такая, как бы говорит: алло, как дела? Как дела? Будем разбираться. То есть я плодородная, но я такая с подвохом. Дальше у нас есть Путра Карака, это Сатурн. Сатурн находится в сильном положении, потому что он в экзальтации. Правда, товарищ такой в 12 доме сидит. И он у нас аспектирован падающим Марсом. Марс, хозяин 6-го, падает в 9 и поражает вон там в 12 Сатурн. Хорошо, что он еще до хозяина 5-го не добрался. Вот, а тут было совсем прям сложно. Марс этот поражает Венеру, хозяйку 7-го, то есть наверняка первый брак распался, но во 2-м браке тоже такие как бы страсти будут. Вот. Но тем не менее, это комбинация на любовь, на роман такой по любви, и может быть даже с духовным заключением брака, вероятно. А кто там Дара Карака? Луна. Луна. Вот. Короче говоря, что еще? Тут здесь падающий Марс, аспектирующий Сатурн. Здесь Юпитер в Сарпадрикане рядом с Кету, хоть и очень сильный и плодородный. Сатурн сам по себе в знаке средней плодородности, но при общих оценках расе, в общем-то, здесь средняя ситуация. Что касается гороскопа D7, давайте его оценим. То есть здесь мы должны оценить 1-й и 5-й дома и их управителей. Я не знаю, я не могу прям смотреть на 1-й и 5-й дома, я сразу вижу, что там происходит в 3-м доме. А в 3-м доме мое внимание привлекает
падающий Марс, который так и остался в падении. И он же зацепил своим влиянием Юпитер и Венеру. А Венера как раз оказалась хозяйкой первого дома. То есть у нас есть плодородный Юпитер, он действительно очень хорошо дает. Венера плодородная, и рядом такой сильный Марс. То есть явно вот для меня это признак того, что будут какие-то драмы по деторождению. Ну вот они и были. Там несколько абортов, выкидыш был, то есть ну, это оправдывается. И я бы в целом посчитала, вообще, когда рассматривала гороскоп D7, я бы посчитала количество плодных планет, которые бы могли дать беременность. То есть вот Солнышко, Венера с Юпитером, это если их Марс там сильно уж не придушит. Ну, Кету, Раху, ладно, Бог с ними тоже может дать. Хотя вот здесь вот Кету с хозяином 5-го, то есть он такой опасен, может придавить как бы этот Юпитер. То есть это может быть Раху, Кету, это может быть беременность, но вот насчет хорошего результата я немножко сомневаюсь. Сатурн ок, он в Стрельце. В принципе, Сатурн даже меня не пугает, что он в 8-м доме, хотя, скажем, ну тоже уже это не очень надежная такая ситуация. И что у нас остается? Венера, Юпитер, Солнце из таких надежных ребят, да, и, ну, Сатурн. Ну ладно, Сатурн ок. Все-таки Сатурн ок. Вот интересный еще нюанс, что эта женщина, она родилась на Украине, и у нее в 2022 году началась Махадаша Сатурна. И она у нее предвещает, конечно же, что? Переезд, отъезд, потому что Сатурн хозяин 4-го в 12-м, плюс он рядом с Плутоном, то есть подтверждаются наши вот эти рассуждения о том, что у тех, кого война выгонит из дома, они переживают период планеты, которая активизирует Плутон, рядом стоит с этим Плутоном, в аспекте в точном или еще что-то. И Плутон у нас съехал вниз, давайте мы его чуть-чуть поднимем. Плутон 4 градуса 31 минута, ну можно, нет, давайте мы оставим, что где-то 7. 4 градуса 31 минута, Сатурн у нас 8 градусов 47 минут, рядом, это близко. Поэтому, да, я думаю, что начавшаяся Махадаша Сатурна женщине даст переезд. Угу. Далее. Гороскоп D7. Ну, мы, в принципе, его так поверхностно очень рассмотрели, но давайте сосредоточимся именно на знаках зодиака и на знаковых периодах. Выкидыш произошел в январе этого года. Это был период Юпитер-Раху. Я думаю, что мы в целом даже и пояснили, почему это так произошло. Раху, Кету, они в гороскопе D1, они, скажем, поврежденный результат дают Юпитеру. То есть Махадаша Юпитеру, ну, Юпитера, да, дети должны быть. Ну, Махадаша хозяина 5-го. Он хоть чуть-чуть там поврежден Кету, но да ладно. Здесь он тоже экзальтированный в плодородном знаке, так что все с ним ок. То есть Махадашу Юпитера должны быть дети. Но вот это же последняя Антардаша Раху, и в нее неудачная вещь случается, да. Причем этот Юпитер, он же получается у нас под конец должен дать свой результат, и вот он дает результат как выкидыш, самый последний Антардашу свою. Негативный результат он дал под конец. Вот Сарпадрикана, видимо, сыграла, и близость Кету. Ну, а тут как бы своего добра полно, то есть тут там одного Марса достаточно, его влияния. Что касается знаковых периодов, Овен, Близнецы. В период Овна
5-й дом занимает планета Меркурий, она стоит в бесплодном знаке. Хозяин 5-го дома где? В бесплодном знаке. То есть период Овна, он неблагоприятен для рождения детей, не очень хорош. Путра Карака в 7-м, Путра Карака аспектирует 5-й дом. Путра Карака тут как бы активно в период знака Овна, но тем не менее обмен вот этих домов 6 и 5 и бесплодность обеих планет, видите, вот привела к выкидышу. Близнецы. Период близнецов шел. Но вообще, если я там беременная женщина, я астролог, и вот я вижу, что я забеременела в период знака, который у меня 6-й дом, и вот я переживаю период знака, который у меня 8-й дом, мне было бы не по себе, потому что, извините, но и 6-й, и 8-й дом, они несут опасность вообще. То есть уже этот признак меня бы насторожил как астролога. Смотрим в 5-й дом от этого периода. 1, 2, 3, 4, 5. Там стоит Сатурн. То есть да, есть обещание беременности, потому что Сатурн Путра Карака. Но Венера, хозяйка этого дома, она хоть и стоит в плодородном знаке, но, к несчастью, она поражена Марсом. Понимаете? То есть, вообще падающий Сатурн, падающий Марс — это такие ребята, которые: вы что, собрались? Куда вы собрались? Нет, не в этот раз. Вот я когда перестану на вас влиять, или там на хозяев домов, от которых вы ждете результата, тогда вы этот результат получите. Поэтому здесь сработало что? Что 5-й дом обещал беременность, он беременность дал, но хозяйка 5-го дома поражена Марсом. Причем, обратите внимание, что Марс хозяин 6-го дома от временной лагны. То есть он вообще хозяин 6-го дома от обычной лагны, а от близнецов он хозяин Скорпиона, он хозяин временной лагны, от временной лагны хозяин 6-го дома болезни. И он как бы вот прям конфликтует с этой мягкой, такой восприимчивой, нежной Венерой. И понятное дело, что если бы мы смотрели с вами, я не знаю, сферу какую-нибудь менее восприимчивую, какую, допустим, у нас все восприимчивы, допустим, недвижимость, да, то есть она менее восприимчива к поражениям Сатурном, Марсом, Раху, Кету. То есть она такая просесть может, могут быть какие-то проблемы, но вряд ли она прям полностью разрушится. Хотя может и полностью разрушиться. Но беременность, отношения любовные — это вот прям самые такие чувствительные темы. И, конечно, Венера тут не потянула вот этого соседства, и случился выкидыш, к сожалению. Но я думаю, что Махадашу Сатурна, то есть следующий Антардашу, все должно удачно сложиться. Я надеюсь, что все будет хорошо, потому что все-таки Сатурн у нас, понятно, что, посмотрите, беременности начались в 2002 году, то есть женщина уже, не девочка, да, не совсем уж юная, поэтому тут накапливаются всякие риски, и положение Сатурна в 8-м доме описывает, что есть какие-то риски, но в целом, как я уже сказала, он в плодородном знаке, поэтому дай бог. И здесь он тоже в экзальтации, не ретроградный, но под аспектом Марса. Скорее всего, что будет кесарево или что-то в таком духе. Может быть, какое-то вмешательство. Смотрим. Вообще, так если отвлечься от темы беременности и подумать о месте проживания, конечно, я надеюсь, что хозяйка гороскопа уже не живет в Украине, потому что тут как бы, страшновастенько так. Хозяин 4-го в 12-м Сатурн, да, уже так, переезжать. Рядом с Плутоном уже прям так опасненько. Еще под аспектом падающего Марса. Причем этот Сатурн с Марсом, они вместе, они прям один другого аспектируют. То есть тут однозначное решение должно быть принято о переезде в очень безопасное место. Это прям жизненно необходимо. Аборты. Лев — Дева, Лев — Водолей, Лев — Телец. Мы сейчас систематично будем смотреть, не будем в каждую
входить, да, в период. Вот у нас была Махадаша Льва. Почему она давала беременности, и она же давала детей, аборты, она давала детей. Вот смотрите, в 2002 уже шел Лев, в сентябре 9 шел Лев, причем тут какая последовательность, да? Лев Дева, потом Лев Весы, Скорпион, там тра-та-та-та-та, Лев Водолей. После этого Лев Рыба, Лев Овен, Лев Телец, Лев что? Забыл. Лев Близнецы, Лев Рак должны быть еще. Ну тут же прописано роды, да. Короче говоря, вот она первых 2 детей родила в период Льва, и у нее 3 аборта случилось в период Льва. Вот почему такая странная ситуация. Давайте рассматривать Льва. Первое, что мы видим? Хозяин 5-го дома от Льва — это кто? Юпитер. Юпитер стоит в Сарпадрикане, в плодородном очень знаке, но вместе с Кету. Кету — это и есть вот это отсоединение, осквернение, уменьшение, отчуждение, вот такие параметры. Поэтому выполнилось и позитивное обещание, то есть 2 детей родились, и негативное, 3 детей не родились. Но знак плодородный. Почему должны быть дети? Потому что Сатурн аспектирует 1-й дом. Если Сатурн аспектирует, Сатурн как Путра Карака, показатель детей, активен на лагну Махадаши, то все, должны быть дети. Ну, дети и были, и есть. Смотрим под периодом. Почему был аборт в период Девы? Почему не сложилось? Да? Ну, как бы, почему так? От Девы у нас 5-й дом, 1, 2, 3, 4, 5, Козерог. Сатурн у нас стоит в экзальтированном знаке, но не получилось. Водолей. От Водолея у нас 5-й дом под управлением Меркурия. Меркурий в бесплодном знаке. Ну, по сути, даже вот если мы с вами так просто окинем взглядом, даже большинство периодов, которые дали детей, они водные, плодородные. Большинство периодов, которые не дали детей, там Лев Дева, оба бесплодные, Лев Водолей, бесплодный, Лев Телец, ну Телец плодотворный, средней плодовитости. Но, как правило, даже уже период нам подсказывает, что я бесплодный, какие мы с тобой, друзья, молодцы, да? Ну вот от Водолея здесь хорошо видно, что Меркурий не даст развиваться беременности. Это Лев Водолей. Лев Телец, давайте от Тельца. Но от Тельца в 5-м доме бесплодное Солнце, а хозяин 5-го дома детей тоже бесплоден в Льве. И это опять Меркурий зловредный. Он тут здесь тоже не хочет давать детей. В Козероге как встал, так и стоит. Это вот аборт. Но как выглядит аборт? Это влияние Кету на хозяина 5-го дома здесь и часто здесь. Либо какие-то вот такие штуковины типа падающего Марса, падающего Юпитера, падающего Сатурна. Но чаще всего именно с Кету. Прям часто. Чаще всего, там в процентах 60 случаев гороскопов, в которых были аборты, в них Кету встанет вот сюда. Как увидеть досрочные роды? Ну, надо вообще научиться видеть роды. Просто и увидеть, когда тот самый период, и посчитать пальчиками, сколько месяцев прошло. Вот и все. Тему деторождения и предсказания родов мы разбираем на 3-й ступени.
кстати, как раз которая и стартует 25 августа. И вообще то, что мы заходим сейчас в гороскоп D7, карту деления на 7 частей, это карта детей, это уже хотя бы какая-то небольшая ваша работа с дробными картами, то есть вы уже немножечко знакомитесь с этим. Очень необходимо знать дробные карты, без них, прогнозировать вы не сможете. Вы не сможете, потому что D1 не обязана вам показывать все нюансы. Все-таки вот D7 отвечает за детей, а за карьеру там D10, а за образование D24. И вот у вас пришла Махадаша, да, Сатурна. Но здесь мы хорошо видим подробности того, что вроде война, и вроде человек должен жить вдали от родины. То есть вот это мы хорошо видим. А остальные нюансы, а как эта Махадаша повлияет на ваш брак? А как она повлияет на ваших детей в отдельности, на каждого, да? А как она там отразится на доходе? Ну, понятно, что переход от Махадаши Юпитера к Махадаши Сатурна, то есть это был бенефик, теперь малефик, и вот разыгралась война. То есть мы уже с вами видим, что начало Махадаши Сатурна будет тяжелое, но это же, извините, 20 лет. Фактически, да? И что, у нас все 20 лет будут тяжелые? Нет. Но чтобы оценить каждый период под период, то нужно пройти в дробную карту и посмотреть специальные указания Сатурна для вот этой сферы жизни. Я хорошо передала необходимость дробных карт? Я думаю, хорошо. У нас был, кстати, какой-то мастер-класс «Мощь дробных карт». Он, кстати, был достаточно популярен, на него большое количество людей пришли, и очень многие его потом докупили. И вот там прям крутая фишка есть, я показываю, зачем нужны дробные карты. Там, когда ты смотришь на D1, кажется, что произойдет одно событие. Все такие: ой, это такое классное событие, А когда смотришь другие дробные карты, оказывается, что человека убили там жестоко. То есть, выпалила всю фишку, спалила. Короче, возвращаемся к нашим гороскопам. Давайте посмотрим, когда были роды. Тоже в Махадашу Льва родилось 2 ребенка. Мы обсудили почему. Потому что все-таки хозяин 5-го в плодородном знаке, и сбылись и плохие, и хорошие аспекты положения этого хозяина 5-го. Лев, Скорпион. Скорпион. Давайте пропутешествуем от Скорпиона. У нас, это 1-й дом, 5-й дом под управлением Юпитера. Юпитер в плодородном знаке. Все, ребенок родился. Следующий период рака, то есть в Лев-Рак родился ребенок. Где он тут? Вот он. Вот здесь я бы сразу сказала, что у женщины есть все шансы там на кесарево и все шансы на какую-то опасность во время родов. Прям Марс такой, стоит в конце, да? По-моему, стоит в конце знака. Да, 29 градусов 44 минуты, то есть он в меркурианской накшатре, Ашлеше. Меркурий, хозяин 8-го в 10-м, говорит о перерыве в работе. То есть не такой уж прямо он там супер зловредный, Меркурий, если б... Хотя хозяин 8-го... все равно, да, Марс небезопасный, да, как ни крути. Хоть накшатру анализирую, хоть нет, а тем не менее Марс в падении безопасным не стал. Итак, мы рассматриваем Скорпион. Скорпион рассмотрели, да? Все, там хозяин 5-го плодороден, все нормально. Рак. От рака хозяин 5-го 1, 2, 3, 4, 5. Хозяин 5-го Марс в раке плодороден. Я так понимаю, что на самом деле беременность не сорвалась и закончилась родами, потому что Марс был в раджа-йоге с Венерой. То есть от временной лагны рака Марс, хоть и в незавидном положении, тем не менее он был в раджа-йоге с Венерой. Вот, это ему повезло сильно. И рак, Скорпион, родился 3-й ребенок, опять Скорпион, то есть мы его уже разобрали.
Интересно почитать ваши комментарии. Татьяна, как увидеть потерю ребенка в мужском гороскопе? Ну, я этим никогда не занималась, вам честно скажу. И всегда в женском смотрю. Хозяин этого гороскопа живет в Канаде. Если хозяин этого гороскопа живет в Канаде, то в Махадашу Сатурна все равно придется куда-то переехать. Такая добрая Таня. Гулика и Манди важное значение имеют в таких прогнозах. Да, Гулика и Манди, если совместно влияют на один и тот же знак зодиака, они разрушают этот дом. Но тут хорошее расположение Гулики и Манди, они в разных знаках зодиака. Просто обычно они в одном располагаются. Или чаще всего они вдвоем влияют на какой-то один знак аспектами. А тут они в соседних знаках зодиака, и такие вот их негативное влияние, оно размазанное. Поэтому, в общем-то, Манди и Гулика сильно не вредят, как в остальных гороскопах. Так. Какие у нас товарищи Мы не критикуем, да, мы с вами, тогда нам, если мы будем всех критиковать, тогда нам никто не даст ни гороскопы любовниц, ни гороскопы абортов, и мы будем все такие чистенькие, но нифига не будем разбираться в жизненных вопросах, в астрологии, и прогнозировать так и не научимся. И еще спугнем всех людей, которые по доброй воле дали нам на разбор свои гороскопы. Вот. Я думаю, что сейчас я посмотрела периоды следующие, и если будет беременность, то должно все быть ок, должно все быть нормально, потому что все же Махадаша Сатурна — это Махадаша экзальтированный Путра Караки, он неплохо расположен в гороскопе D7, в общем-то его даже не касается Раху, не касается Марс, то есть он свободен от влияния малефиков, так что все должно быть хорошо. Так, я еще хочу вам рассказать новость. Вот если вы выжили, во всем выжили в этих гороскопах и дотянули до конца, я думаю, что вы очень достойны узнать новость, что мы ищем в свою команду еще одного астролога. Обязательно быть учеником школы. Необходимо пройти 2-ю и 3-ю ступень. Остальные все подробности скоро появятся в наших соцсетях. Я сегодня прописала большой-большой текст вакансии, какая занятость. Но очень интересная у нас работа сейчас у астрологов. Мы выходим на новые горизонты, и мы ждем талантливых астрологов, которые готовы вот так, как я, выходить, делать видео, учить, отвечать на вопросы учеников, совершенствоваться, участвовать в исследованиях, участвовать в создании мастер-классов, живых встреч и так далее и тому подобное. Поэтому следите за нашими соцсетями, за Инстаграмом, за Телеграмом, следите за своими чатами. Если вы наш ученик и вы состоите в Телеграм-чатах, обязательно следите за сообщениями, которые вылетают там, потому что мы будем вас просить прислать свои анкеты и пройти парочку заданий. Задание первое будет сделать видео. То есть будет оцениваться видео, которое вы можете создать. Причем я многие требования не прописала, но я буду оценивать, насколько вы эстетично, какие у вас представления об эстетике, какие у вас представления о том, как вы должны выглядеть в кадре, какую обстановку вы выберете. Все важно. Сможете ли вы сделать видео по инструкции, то есть можете ли вы выполнять именно по техническому заданию, или вас понесет там в какое-то творчество, и вы вообще сделаете другой продукт, чем я от вас попросила. И также будет еще знание, тестирование на астрологические умения, на то, есть у вас талант или нет к прогнозированию, потому что это обязательный критерий в нашей школе. У нас самые лучшие ученики задержались в качестве астрологов и уже вот несколько лет работают, и мы успешно развиваемся, нам необходимы еще люди в команду среди наших
выбраны из наших учеников, потому что мы считаем свою школу наилучшей, и как из кого нам брать себе в команду людей, как не из своих же выпускников. Вот, и хочу еще вам показать наш новый сайт. Какими аспектами владеет Манди Гулика? Выучите, пожалуйста, это рекомендация для всех, не только для задающего вопрос, не только для Елены. Пожалуйста, выучите знаки зодиака и какие они друг на друга бросают аспекты. Все кардинальные аспектируют все фиксированные, кроме соседнего, и наоборот, а также все двойственные аспектируют друг друга без исключений. Посидите, потренируйтесь с этим принципом, запомните его, и у вас отпадут все вопросы. Так. Кстати, напишите мне, пожалуйста, вот вы занимаетесь астрологией или вы увлекаетесь, смотрите наши видео, а кто-то из ваших знакомых, из ваших подруг, друзей, сестер, братьев, родственников, есть такие люди, которые увлекаются, которым вы рекомендуете нашу школу или рассказываете активно, и которые уже разделяют ваши интересы? Вот напишите, у кого есть, мне будет очень интересно почитать об этом. Третья ступень. Немножко я расскажу о ней и покажу наш новый сайт. Чуть-чуть расскажу об этом, совсем капельку. Пока мы с вами общались, мне уже несколько раз звонили, писали кучу всего. Третья ступень – это, обратите внимание, уровень исследователь. То есть у нас были уровни специалист, там профессионал, а это уже исследователь. То есть это самая такая классная ступень. Здесь мы не только теоретические уроки делаем, но и у нас есть практический, у нас есть практикум по тому, как делать исследования, как собрать информацию, как ее структурировать, как ее начать анализировать. То есть я учу именно технологии того, как делаются прогнозы. Для меня это было шоком, но многие люди не умеют, не могут и не догадываются, как собрать им информацию. Они, может быть, видят формулы в гороскопе, они, может быть, достаточно талантливы именно в самой астрологии, но им не хватает вот этой оболочки, вот этой формы, которая бы как-то их подтолкнула, да, то есть вот на тебе файл, ты должен записывать вот так, а потом ты должен анализировать вот по такой схеме. То есть им вот этого организационного момента не хватает, и мы этот пробел на курсе закрываем. 25 уроков, 12 практикумов, тест после каждого урока, и мы не открываем следующий урок, пока вы не пройдете тест, вот такие мы зловредные вонючки. Но это дает свои результаты, у нас люди начали учиться намного ответственнее и намного лучше запоминают, практикуют, и я вижу, что у них глубже вопросы стали, то есть они не спрашивают какие-то вопросы с первых уроков, потому что если они не знают эти вопросы, они просто тестами не прокликают до середины курса, да, до того момента, где мы сейчас общаемся. У вас может быть своя визитка на сайте, а для тех астрологов, которые уже не совсем начинающие, да, уже поняли, так, я прошел вот один курс, я вник, и я не бросила, и я, кажется, хочу здесь развиваться. То есть у вас может быть своя визитка на странице школы, сертификат школы с личным ID. У нас все ходы записаны, у нас каждый сертификат имеет номер, и любой человек может проверить, действительно ли там какой-то астролог учился у нас. И если вы знаете каких-то там самозванцев, которые говорят, что они у нас учились, вы можете это легко проверить. Для кого это курс? Для астрологов, которые хотя бы у нас проходили первую ступень, или когда-то проходили интенсив, или проходили длинные курсы в других школах. Кто хочет освоить дробные карты и техники прогнозирования. И для всех тех, кто разделяет нашу философию школы, то, что курс должен быть инновационным, с последними данными, с последними моими какими-то инсайтами, наработками, с теми вещами, которые девочки наши астрологи видят в гороскопах, обсуждают на практикумах и обогащают тоже курс. И здесь мы изучим карты D9, D7, D10, D4, D3, D12. Ну и я тут не буду все прочитывать, не буду, вы и так, это я.
Вы и так это знаете. Старт обучения 25 августа. Я просто хочу, знаете, куда пройти? В карту D7. Ну, раз у нас сегодня было про это. Общие принципы трактовки карты, то есть что значит каждый дом, что значит планеты в них, где там места силы и все прочее. Предсказание беременности и родов. Просто, что вот у тебя родится ребенок, то есть как это делается. По дробным картам именно. Сегодня мы Чара Даша аспект разобрались, тут еще и транзиты, и вимшотери, то есть планетные периоды. Прогнозы на дату родов, вот это очень интересная тема. Сложно это делать, сложно, но тем не менее все равно у вас будет понимание, в какие промежутки времени будут роды. Угроза беременности и аборты. То есть мы учим учеников, как каждый месяц проверить, каждые несколько недель оценить, они безопасны или нужно максимально большое внимание. Сводные братья и сестры, от отца эти братья и сестры или от матери. Признаки успешной карьеры, смена работы, подъем в карьере. Ты предприниматель или наемный человек. Какие профессии? Вот тут, кстати, здоровый урок про профессии. Там 12 разных профессий, таких самых востребованных, и формулы к ним. Как смотреть? По гороскопу D1, по гороскопу D10. Ну и вот таких блоков здесь их 7. Есть еще бонусные уроки. Урок по карте D8 — это то, как предсказать смерть. Я помню, все таки дайте нам этот урок, пожалуйста, мы так его хотим. Вот он доступен тоже для новых потоков. И углубленный урок по прогнозам Чара Даша Джаймини. То, что сегодня мы обсуждали. То есть если ты открываешь гороскоп, и у тебя возникает несколько версий. Так, я хочу проверить брак, я хочу проверить переезд и покупку квартиры. Куда бежать? Вот этот урок отвечает на вопрос, куда бежать. То есть какой алгоритм, какие точки смотреть, транзиты здесь важнее или Чара Даша, или вимшотери. То есть я все приоритеты расставляю. Это очень такой урок, который надо пересматривать несколько раз. Там, сегодня пересмотрел, что-то выхватил на сегодняшний день, потом через полгода пересмотрел, что-то еще понял дополнительное и тому подобное. Сертификат школы. Ну, кстати, выглядит более красивым, чем здесь на сайте у нас нарисовано. Он у нас очень красивый, дизайнерский, с уникальным номером, что важно. И есть помесячные пакеты оплаты, есть разовые оплаты. Все в зависимости от вопросов таких денежных. Вот такой вот у нас курс. Такой у нас курс. И я была удивлена, что весной, когда мы его запустили, нет, мы его запустили даже в прошлом году, да, мы его запустили где-то год назад, и на него пришло, насколько я помню, 180 человек. И нам казалось, что это вообще такая будет тема, которая будет не для всех, потому что все-таки уже на уровне исследователя поднимаешься, и мне казалось, что многие застревают там в предыдущих темах, но нет, людям очень-очень зашел этот курс, они увидели в нем большую ценность, поэтому я его смело вам рекомендую. Посмотрим, что вы мне написали. Все мои знакомые идут учиться к Тане Калининой. Спасибо большое. Да, у меня есть подруга, она астролог, ее зовут Таня К. Это Кристина мне пишет, наш генеалог. Всем советую Альфу. Я делюсь вашими видео, особенно прогнозами по мунданной астрологии. Все понятно. Все понятно. Спасибо большое. Вот такой у нас эфир. Я вернулась к работе. Будем теперь дальше с вами прогнозировать, учиться. И следующий эфир я планирую рассказать вам вообще о сфере астрологии изнутри и что с вами будет, если вы будете развиваться на этом поприще. То есть какие есть проблемы, какие есть незакрытые ниши. Это очень-очень интересное видео для вас. Можно просто будет его послушать сейчас и, например, через год. Я уверена, что
через год, допустим, когда вы пройдете какой-то уже путь внутри астрологии, или вы уже прошли, вы узнаете вот эту вот последовательность, которой вы шли, и потому что все развиваются практически одинаково. То есть есть определенный шаблон, как развиваются астрологи. Просто кто-то застревает на каком-то уровне и дальше не идет. А я вот хочу снять серию роликов о том, как профессионально, классно, престижно работать астрологом и, ну, в общем-то, не застревать на каком-то уровне, не перегорать, не страдать от нереализованности в любимом деле и так далее. Все, мои хорошие. Спасибо вам, что провели этот час со мной. Всем пока-пока. Увидимся в новых видео. Приходите на курс 25 числа. Есть у меня подруга, которая маркетолог. Она мне говорит: Таня, ты из тех, которые могут просто вот так поднять камеру и сказать: всем привет, я вышла из дома, сегодня прекрасная погода, кстати, приходите к нам на курс. Я говорю: ну да, как бы, да, что еще надо, то есть какие еще нужны специальные такие